Бренд Feng Chenbao, который принадлежит концерну BYD, активно расширяет свою линейку крутых внедорожников. И вот на подходе новая модель – большой плагин-гибрид Titanium 7. Производитель уже зарегистрировал эту новинку, и теперь мы можем узнать все подробности о ее характеристиках. Как и все автомобили Feng Chenbao, Titanium 7 – это большой и технологичный внедорожник, который отлично справится с бездорожьем благодаря современному оснащению. Важно, что эта новинка займет место между Leopard 5 и Leopard 8, заполнив промежуток в линейке. Давайте вместе разберемся, что нового и интересного приготовил производитель в этой машине. Итак, начнем с главного. Семейство Feng Chenbao от BYD стартовало в 2023 году и на данный момент включает три модели – Leopard 5, Leopard 8 и Titanium 3. Линейка Titanium появилась в серии Feng Chenbao только в апреле 2025 года. Она сделана для тех, кто хочет чуть больше комфорта и удобства в повседневной жизни, но при этом не готов полностью отказаться от внедорожных возможностей. Пока что в этой линейке только один представитель – компактный кроссовер Titanium 3. Первое, что бросается в глаза при взгляде на новый Feng Chenbao 7, это его явное сходство с уже знакомым Leopard 8. Вроде бы и кузова похожи, и общий стиль такой же. Но если приглядеться внимательнее, то сразу видно, деталей, которые отличают эти две модели, хватает. Например, передняя оптика тут совсем другая, решетка радиатора и бампер тоже другие. Интересный момент. Решетка стала глухой, а основные жалюзи, через которые машина охлаждает двигатель, теперь находятся внизу. На крыше у новинки всего один лидар. Скорее всего, это будет топовая комплектация. У Leopard 8 их, кстати, целых 3. Выглядит новинка достаточно брутально и мощно. Такой узнаваемый и крепкий силуэт, который мы привыкли видеть у больших внедорожников. Но в деталях кузова есть много отличий. Другие крылья, двери, пороги, рейлинги, стекла, диски и зеркала. И даже ручки дверей тут классические, они утопленные, как у старшего брата Leopard 8. А вот задняя часть машины – это совсем другая история. Новые фонари, огромный бампер с хромом и необычный квадратный чехол на двери багажника. По габаритам эта новинка встала аккурат между Leopard 5 и Leopard 8, но с важным отличием – тут не рамная конструкция, как у старших братьев, а несущий кузов. Это уже говорит о другом подходе к комфорту и управляемости. Габариты такие – почти 5 метров в длину, ширина 1995 мм, а высота 1865. Колесная база 2920 мм. Про клиренс пока молчат, как и про пневмоподвеску. Будет она или нет, неизвестно. Но вот что уже знаем точно. Углы въезда и съезда 24 и 25 градусов соответственно. Колеса могут быть 19 или 20-дюймовые, в зависимости от комплектации. Снаряженная масса варьируется от 2230 кг до почти 2,5 тонн. Titanium 7 получил совершенно новую гибридную систему с подключаемым модулем. Называется она DMS. В основе знакомый 1,5-литровый турбомотор на 156 лошадей. За тягу здесь отвечают электромоторы. В зависимости от версии их может быть 1 или 2. В базовой комплектации один электродвигатель на задней оси, и он выдает 272 лошадиные силы. А вот в полноприводных версиях к нему добавляется еще один мотор спереди, мощностью 218 сил. В итоге получаем аж 490 лошадей под капотом. Максималка у всех версий – 190 км в час. Базовая версия Feng Chenbao 7 идет с литий-железо-фосфатной батареей на 26,6 кВт-часа. Это фирменная разработка дочерней компании BYD FinDreams. На одном заряде такая версия спокойно проезжает, по заверению производителя, 100 км на чистой электротяге, а расход топлива всего 6,3 литра на сотню. А вот топовая комплектация уже поинтереснее. Там стоит батарея побольше – 35,6 кВт-часа, тоже от FinDreams. Запас хода на электричестве увеличен до 130 км.
Правда, и расход топлива чуть-чуть выше – 6,4 литра на 100 километров. Для понимания масштаба Leopard 8 мощнее. У него под капотом 2-литровый турбодвигатель на 272 лошадиные силы, а электромоторы выдают целых 680 лошадей. И на одном заряде плюс полный бак он может проехать до 1200 километров. Так что, если смотреть на Feng Chenbao 7, который позиционируется классом пониже, можно смело рассчитывать на запас хода около 1000 километров. Официально салон нам пока не показали, но кое-что уже известно. Будет двухрядная компоновка и 5 посадочных мест. Можно с уверенностью предположить, что в интерьере будут несколько экранов, один виртуальной приборной панели, другой мультимедийный экран. Сейчас без них никуда, особенно в современных китайских авто. Скорее всего, по примеру старшего брата, Leopard 8, на центральном тоннеле будут физические кнопки управления, беспроводная зарядка и подлокотник с удобным вещевым отсеком. А рычаг переключения передач будет находиться прямо за стильным 4-спицевым рулем с плоским низом. Кстати, несмотря на длину около 5 метров и 5-местный салон, багажник у этой машины совсем должен быть немаленький. Этот автомобиль присоединится к кроссоверу Titanium 3 в линейке, но при этом он будет более доступной версией модели Leopard 8. Модель Titanium 7 планируют вывести на китайский рынок уже в этом году, а стоить она будет по неофициальной информации китайских СМИ примерно $42 тысячи. Пока что дела у Feng Chenbao идут очень бодро. С января по май этого года в Китае было продано более 41 тысячи автомобилей этого бренда. Это рост больше, чем в 2 раза, на 105% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Яркий показатель того, что марка набирает обороты и все больше завоевывает доверие покупателей. И именно на таком фоне выходит новый Titanium 7, большой, технологичный плагин-гибрид, который не просто дополнит линейку, реально укрепит позиции Feng Chenbao в сегменте мощных и умных внедорожников. Если вы ищете свежий, современный автомобиль с отличным балансом цены, качества и возможностей, этот кроссовер стоит взять на заметку. Если Feng Chenbao продолжит в том же духе, в ближайшие годы мы увидим еще больше интересных моделей, которые смогут конкурировать с мировыми брендами и покорять рынки не только в Китае, но и за его пределами. Вот и все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Это поможет каналу расти, а нам создавать еще больше интересного контента. Желаем вам интересных путешествий, чтобы ваш автомобиль всегда служил надежно, а дороги будут ровными и безопасными. До скорой встречи на канале.